Приветствую вас, дорогие друзья и гости моего канала. Сегодня хочу вам показать вот такого милого, пушистого и харизматичного лабубу. В этом видео я расскажу немного о процессе создания, какие материалы и инструменты я использовала и на что стоит обратить внимание. Этого лабубу я решила сделать его детализированным, то есть вывязала пальчики на ножках и на ручках. Вот так. Вышивка, утяжка бровок. В принципе, вяжется он достаточно просто. Справятся и новички, даже если вы еще не вязали. Единственное, нужно обратить внимание, если у вас опыта вязания нет, стоит учесть, что при вязании пушистой пряжей здесь нужно будет чувствовать вот эти вот каждую петелечку, столбики без накида, все их больше на ощупь необходимо будет вязать. Как все это делать, я поделюсь с вами, покажу, расскажу. Надеюсь, в процессе мастер-класса вам все будет понятно и у вас все обязательно получится. Итак, эту игрушку я вязала из пушистой пряжи Koala Baby Premium Yarns. У меня как раз оставалось 2 моточка, и их как раз впритык хватило на эту игрушку. Кстати, по высоте получается 34 сантиметра. Цвет это серый 151, и метраж здесь в 50 граммах 50 метров. Все остальные детали я вязала и вышивала уже пряжей Ярнард Этамин. Все номера цветов я перечислю немножко позже. Сейчас хотела сказать, что в мастер-классе я буду использовать пряжу белого цвета. И это будет пряжа Alize, основная, пушистая, Softy Plus. Здесь в 100 граммах 120 метров. И этот цвет белый 55. Так как этот моток у меня начатый, то если его вдруг не будет хватать, я приспособлю и скомбинирую с пряжей Koala Baby Premium Yarns. И этот цвет 101. Здесь в 50 граммах 50 метров. То есть это такая же пряжа, как и серая. Это тоже, в принципе, у меня старые остатки старой линейки. Цвета новой линейки могут отличаться. Это мои старые запасы вот этой пряжи во всяком случае. Сейчас перечислю номера цветов по Ярнард Этамин. Итак, ниточка Ярнард Этамин, это производитель Турция, так же как и пушистая пряжа и Koala Baby, и Alize. Здесь в составе 100% акрил, в 30 граммах 180 метров, ниточка тоненькая достаточно и мягкая. Цвет основной телесный. У меня ушло где-то моточек, может быть чуть-чуть больше, тоже был просто начатый моток. Итак, цвет телесный 448 С, вот его самое больше потребуется. Дальше черный, серый, белый. Это цвета, их необходимо будет по чуть-чуть, буквально для оформления мордочки. Черный 422, серый 449 С и белый 421. Для носика и вот вышивки ушек в этом лабубу я использовала 462 цвет. Так как я буду вязать белого лабубу, то посмотрю, носик я буду вышивать или ярким оранжевым, ну или таким, посмотрю. В общем, этот 446, это 456. Для наполнения я использую холофайбер. Теперь по инструментам. Пушистую пряжу я вязала крючком номер 2.
хотя обычно я вяжу крючком номер 3 или 4. Просто в этом случае мне необходимо было скомбинировать с тоненькой ниточкой, поэтому и крючок я взяла поменьше. А другие детали, остальные вернее детали, я вязала крючком номер 1. Также потребуются ножнички и несколько маркеров для обозначения начала ряда и разметки. Еще нужны будут иголочки также для разметки и сшивания деталей. И шелковую ниточку я использую для пришивания ручек и головы. Еще в дальнейшем я планирую связать одежду, но по пряже, какую я буду использовать, там какие цвета, это все уже тогда потом отдельно я расскажу. Просто посмотрю, как получится и что больше подойдет. А на данный момент это пока все материалы и инструменты, которые нам понадобятся. А уже в следующем видео начнется пошаговый подробный мастер-класс, где мы вместе с вами свяжем лабубу с нуля. Так что, если вам интересно, подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Также, если вам понравился мой лабубу, ставьте лайк, делитесь этим видео и пишите в комментариях, будете ли вы вязать вместе со мной. Да, еще хочу напомнить, что доступны качественные субтитры более чем на 18 языках. Если вы хотите связать такого лабубу, а языка вашей страны нет, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, мы обязательно добавим. Благодарю за внимание, благодарю за поддержку, желаю вдохновения, хорошего настроения и до скорой встречи в новом видео. Пока-пока!